Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии по новой статистике сегодня впервые за несколько лет фиксируют не только, естественно, сокращение населения, но и отток людей трудоспособного возраста. То есть страну покидают молодые специалисты, семьи с детьми, врачи, инженеры, и это напрямую отражается на рынке труда и перспективах пенсионной системы Германии. Фридрих Мерц заявил, что срочно нужны изменения в налоговой и жилищной политике, чтобы удержать этих людей. И это еще не все. Сейчас в банках Германии пенсионеры все чаще теряют деньги после перехода на онлайн-банкинг из-за незаметных уведомлений и пропущенных сроков. Потребительские организации указывают, что именно цифровой формат стал для пожилых людей главным источником регулярных финансовых потерь. И напоследок в Германии цифровые сервисы все чаще приводят к штрафам и переплатам из-за незнания правил работы с уведомлениями и сроками. В результате мелкие проступки превращаются в рост коммунальных платежей, продление подписки и даже остановление выплат. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в последние годы Германия, согласно новой статистике, сталкивается не только с естественным сокращением населения впервые за последние годы, но и с оттоком определенных групп людей, которые сейчас особенно нужны экономике. Если ранее, скажем так, миграция частично компенсировала убыль, то сейчас ситуация меняется именно из-за выезда тех, кто мог бы работать, платить налоги и обеспечивать будущие пенсии. По данным последних статистики и рынков труда, чаще всего Германию покидают именно молодые специалисты, семьи с детьми, врачи, инженеры, то есть те, кто востребован и легко находит работу за пределами страны. Хочу вам привести пример из жизни. 29-летний инженер Алекс из Дюссельдорфа после нескольких лет работы в сфере автоматизации принял предложение из Нидерландов. Его решение было связано с более высокой чистой зарплатой и меньшей налоговой нагрузкой на молодых специалистов. Для Германии это означает потерю налогоплательщика на десятилетия вперед. Другой пример – это Фредерика и Маркус, 32 и 34 года. Из Франкфурта оба работают в IT. После очередного повышения аренды и роста расходов на детский сад семья решила переехать в Австрию. В итоге Германия теряет двух работающих взрослых и двух будущих участников рынка труда. Отдельная проблема для Германии, и я об этом вам ранее рассказывал, это медицина. 38-летний врач Матиас из Лейпцига, работающий в системе экстренной помощи, уехал в Швейцарию. Его аргумент – это меньше переработок, выше оплата, понятный график. В результате в Германии остается вакансия, которую неким сегодня закрыть, особенно в регионах за пределами крупных городов. Так как молодежь старается переехать в большие города, там, где есть больше вакансий, работа и университеты. Таким образом, все эти случаи напрямую отражаются на бюджете. Мы с вами понимаем, что когда человек уезжает, он перестает платить подоходный налог, взносы, пенсионное страхование и социальные фонды. При этом количество получателей пенсий и пособий не уменьшается. Это, соответственно, увеличивает нагрузку на оставшихся работающих. Как вы знаете, пенсионная система Германии построена на принципе текущего финансирования, то есть сегодняшние работники оплачивают сегодняшние пенсии. Чем меньше работающих, тем выше давление на бюджет или тем меньше пространства для роста пенсий в будущем. Ранее Германия могла сглаживать этот перекос за счет притока мигрантов. Сейчас этот механизм работает слабее, приток квалифицированных специалистов, вы знаете, сокращается, а отток граждан, наоборот, усиливается. В одном из последних выступлений Фридрих Мерц в своих заявлениях прямо указывал, что Германия теряет людей трудоспособного возраста и с хорошим образованием, и что нужны срочные реформы и изменения налоговой и жилищной политики. Но без этого удержать внутри страны специалиста будет довольно-таки сложно. По его оценке, именно эти группы формируют основу будущих бюджетных доходов. Урсула фон дер Ляйен в Европейском Союзе заявила, что конкуренция за квалифицированных работников внутри Европы усиливается. Сегодня страны конкурируют за конкретных специалистов, и Германия сейчас не всегда занимает лидирующие позиции в этом процессе. Таким образом, мы с вами видим, что это не отдельный случай, а устойчивая тенденция. Сегодня в Германию уезжают те, кто мог бы участвовать в формировании бюджета и пенсионной системы в ближайшие 20-30 лет. И если эта тенденция сохранится, нагрузка на налоги и социальные фонды в Германии будет расти независимо от политических обещаний Фридриха Мерца или других политиков. Следующая новость, одна из самых важных. Сейчас в Германии все больше пенсионеров переходят на онлайн-банкинг. И именно здесь чаще всего возникают финансовые потери. Я не имею в виду сейчас какое-то там мошенничество или взломы, а говорю о вполне законных списаниях и упущенных сроках, которые люди, особенно пенсионеры в Германии, просто не заметили. Сейчас типичная ситуация выглядит примерно так. Пенсионер пользуется счетом много лет.
Затем банк предлагает перейти на цифровые выписки и пуш-уведомления. Сразу скажу, что пуш-уведомления – это сообщения, которые вам приходят на телефон. Посмотреть вы их можете, если проведете пальцем по экрану сверху вниз. Соответственно, бумажные письма прекращаются, а вся информация уходит в приложение или, например, на вашу электронную почту. Если человек, особенно пенсионер в Германии, редко заходит в онлайн-банкинг и не читает сообщения, которые ему приходят на телефон, он просто не видит изменений условий. Нашел для вас один из последних примеров. Пенсионер из Бремена, 71-летний Ханс, перешел на электронные выписки своего банка в Германии, потому что он подумал, что так проще и быстрее. Через несколько месяцев он обнаружил, что банк начал взимать плату за обслуживание счета 8 евро в месяц. Уведомление об изменении тарифа пришло в цифровой выписке, которую Ханс не открывал. За год он переплатил почти 100 евро, но вернуть эти деньги оказалось невозможным, так как уведомление от банка считалось доставленным. Другая распространенная история связана именно с пуш-уведомлениями. 68-летний Марта из Мюнхена отключила уведомления в своем приложении, потому что телефон, скажем так, постоянно пищал. В результате она не увидела сообщения о списании комиссии за овердрафт. Ее счет просто ушел в минус всего на 150 евро, так как ей банк установил кредитный лимит на пенсионную карту. Но проценты сбора за несколько месяцев превысили 40 евро. Банк сослался на то, что вся информация отображается в онлайн-кабинете. И это еще не все. Хочу вам указать, что сегодня есть и проблема с сроком. Многие банки устанавливают четкие дедлайны для отказа от услуг, изменения тарифов или возврата ошибочных списаний. Если клиент, а особенно пенсионер, не отреагировал вовремя, деньги считаются списанными с закона. Давайте на примере. В Германии 74-летний Петер из Саара пропустил срок отказа от платной страховки к банковской карте, потому что уведомление пришло только в электронную почту. А пенсионеры в Германии, вы сами знаете, не часто читают электронную почту. Таким образом, за 2 года он заплатил, внимание, более 300 евро за услуги, которые ни разу не пользовался. Аналитика потребительских организаций сегодня показывает, что пенсионеры все чаще теряют деньги именно из-за цифровых форматов. То есть они реже проверяют приложения, не читают PDF-документы и даже не всегда понимают, где именно искать важные сообщения. При этом сами банки считают электронное уведомление равнозначным бумажному. В итоге мы с вами сегодня имеем ситуацию, когда онлайн-банкинг формально упрощает жизнь, особенно для молодых немцев, но на практике требует регулярного внимания. Для многих пожилых людей в Германии это превращается в источник незаметных, но регулярных потерь, которые обнаруживаются ими слишком поздно, когда вернуть деньги уже нельзя. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии цифровизация, как я уже сегодня говорил, затронула почти все сферы жизни. Из-за незнания правил люди все чаще совершают ошибки, которые приводят к дополнительным расходам и потере времени. Я не имею в виду какие-то сложные технологии, а базовые вещи, которые многие воспринимают слишком доверчиво. Одна из самых частых ошибок – это ваша убежденность, что если что-то не подтвердил, значит оно не действует. В цифровых сервисах все наоборот. Если человек зарегистрировался, согласился с условием и не отреагировал на уведомление, система считает это согласием. Например, 52-летний Михаил из Касселя оформил онлайн-доступ к услугам коммунальной компании. Уведомление о повышении тарифа пришло в личный кабинет. Михаил туда не заходил почти 3 месяца, а заметил рост платежей только в банковской выписке. Перерасчета, соответственно, он не получил, так как уведомление считалось доставленным. Вторая ошибка – это вера в то, что электронные письма не такие важные, как бумажные. Многие ведомства и компании Германии считают доставленным все, что появилось в цифровом ящике. Вот показательный пример. 69-летняя Рената из Потсдама пропустила электронное письмо от страховой кассы с запросом документов. Ответ не пришел вовремя, и выплаты были временно приостановлены. Формально все произошло по правилам, потому что письмо было доступно в системе. Еще одна проблема – это непонимание цифровых сроков. В онлайн-сервисах отсчет часто идет не с момента прочтения, а именно с момента отправки уведомления. Пожалуйста, 45-летний Андреас из Нюрнберга хотел отменить подписку на стриминговый сервис. Он увидел письмо через неделю, когда срок отказа уже истек. Подписка, соответственно, автоматически продлилась еще на год, а все из-за того, что он не вовремя прочитал электронную почту. Таким образом, если мы с вами сейчас посмотрим более шире, то сегодня цифровизация в Германии построена по принципу личной, то есть нашей с вами ответственности. Система считает, что пользователи умеют проверять аккаунты, читать уведомления и следить за сроками. Но на практике многие этого не делают, так сказать, не из лени, а из-за непонимания, где именно искать важную информацию.
На этом пока все. Спасибо за просмотр.